недели девственник-старшеклассник оказывается в совершенно другом мире, где ему приходится сражаться с монстрами и гоблинами, чтобы просто выжить. Гермика всегда был один, как и в его реальном мире, где он был полным неудачником и девственником без друзей и будущего, такого же мрачного, как черная дыра. Никто никогда не замечал его, потому что он не вписывался ни в одну из школьных группировок, которые делились на таких, как последователи Эндрю Тейта. Школьные хулиганы, отвратительные преступники, вонючие и потные ботаники, сигмы и хорошие девочки с уровнем GED-100. Положив голову на парту, Харука понимает, что такому, как он, в этом мире нет места. Но тут его одноклассники начинают вести себя как идиоты, наблюдая за тем, как в классе появляется светящийся золотой круг. Будучи девственником, как и многие из них, Харука сразу понимает, что это призыв Исея-кая, как в прочитанных им мангах, но ему лень разбираться с этим. Он пытается уйти, но обнаруживает, что дверь плотно закрыта. Даже если ее сломать, она не поддастся. Магический круг расширяется, поглощая класс, и учеников начинает затягивать внутрь. Насмотревшись фильмов с Томом Крузом, Харука пытается сбежать через вентиляцию, но круг его настигает и затягивает в белую бесконечную пустоту. Он оглядывается, гадая, куда делся весь класс, и ждет, когда его встретит уродливый король с дочерью-джихадисткой 10 уровня. Каким-то образом Харука понимает, что всех его одноклассников уже вызвали и отправили в другой мир после выбора особой способности. Старик говорит ему, что он тоже должен выбрать способность, но из 50 вариантов 43 уже заняты и сильных способностей не осталось. Харука понимает, что ему придется довольствоваться какой-нибудь отстойной способностью, чтобы выжить в этом новом мире. Но его надежды рушатся, когда он видит, что даже у твоей мамы способности лучше, чем у остальных. Разозлившись, он толкает старика и требует, чтобы тот дал ему более сильную способность или научил его считать, и чтобы он перестал вызывать людей, если у него нет достаточно способностей. Старик, наконец, не выдерживает и отталкивает его, говоря, что такой невезучий человек, как он, не выживет даже с самыми лучшими способностями. В отчаянии он отдает Харуке все оставшиеся способности и отправляет его в новый мир. Когда Харука оборачивается, он с удивлением обнаруживает, что находится посреди огромного леса. Испугавшись, он замечает на земле сумку и поднимает ее, обнаруживая, что она вмещает бесконечное количество вещей. Это неплохой предмет, но, к сожалению, все, что в нем есть, такое же простое, как моя девушка. Он быстро проверяет содержимое и пытается просмотреть свои характеристики, но внезапно на экране появляются две игральные кости. Он бросает их, и обе выпадают на М, он понятия не имеет, что это значит, но характеристики подсказывают ему, что все нужно распределить по одной способности. Не зная, означает ли М- или что-то другое, он решает подстраховаться и ставит все на удачу. К его удивлению, М на самом деле означает максимум, и его удача теперь на максимуме. Он также узнает, что из-за своего одиночества и того, что он девственник, Бог наделил его способностью вызывать жалость у других. Он оглядывается, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из одноклассников, но никого нет, поэтому он решает пойти дальше и построить свой собственный дом, вдохновившись видео на YouTube, где люди строят дома из грязи. Пока он идет по лесу, ему становится не по себе, он боится, что на него может напасть какое-нибудь чудовище. А может, это твоя мама? Чтобы успокоить свои страхи, он достает еще один предмет – контактные линзы. К его удивлению, как только он их надевает, у него появляется способность видеть характеристики разных вещей, невероятно полезная и мощная способность. Он понимает, что эти навыки гораздо ценнее, чем кажется по их названиям, и продолжает идти, радостно собирая травы, повышающие здоровье, ядовитые грибы и многое другое. Благодаря своей бездонной сумке он может собрать столько, сколько захочет, чтобы продать лекарства и получить большую прибыль. Восстановив силы как настоящий Сигма, он идет дальше через лес и в конце концов находит вход в пещеру. Он молится Богу, надеясь, что внутри нет никаких существ, а затем заходит внутрь в поисках чего-нибудь полезного. В пещере быстро становится темно, поэтому он достает фонарь и магическую палатку, в которой он может спокойно жить. Когда наступает ночь, Харука чувствует себя комфортнее, чем Bear Grylls, когда собирает ветки и разжигает костер, который также отпугнет зверей. Он снова проверяет свои характеристики, замечая, что некоторые из них повысились, но он слишком устал, чтобы изучать их, поэтому засыпает. На следующее утро он просыпается и осматривается, чтобы убедиться, что он в безопасности, и понимает, что его методы отпугивания монстров работают. Он голоден, разводит огонь, достает сковородку и жарит грибы с вяленым мясом. Еда получается на удивление вкусной, и он думает, не остаться ли ему здесь, но вспоминает, что у него нет протеинового порошка. Поэтому он снова выходит из пещеры и находит полянку с травами, которые помогут ему нарастить мышцы. Собирая травы, он слышит шум позади себя и видит группу глупых гоблинов, которые что-то ищут. Он в панике прячется в кустах, а тупые гоблины начинают петь «Скибиди-туалет». Тут Харука не выдерживает, хватает свой посох и бросается на них. Он думает, хватит ли его посоха, чтобы справиться с двумя гоблинами. На всякий случай он надевает снаряжение и бросается на них, ударяя одного из гоблинов по большой голове. Это что-то пробуждает в нем, и он начинает бить бедное существо, пока оно не падает без сознания. Другой гоблин пугается, но все равно нападает на Харуку.
К счастью для Харуки, движения гоблина предсказуемы, поэтому он легко уклоняется от атак, а затем бьет его по голове и добивает небольшим магическим взрывом. Затем он умывается, садится на землю и решает, что на сегодня хватит. Солнце уже садится. Вернувшись в свою пещеру, он поджаривает грибы, как настоящий бродяга, и проверяет свои характеристики, но видит, что некоторые способности повысились. Это отличная новость, но он не может не думать о том, что бы с ним сделали гоблины, если бы нашли его одного в пустой пещере. Он быстро отгоняет пугающие мысли и делает несколько упражнений, чтобы согреться, прежде чем лечь спать. На следующее утро он снова просыпается и видит грибы на завтрак, что уже начинает надоедать. Он думает, не найти ли ему мясо, но тут же вспоминает, что веганы из его класса сожгли бы его на костре, если бы он сказал это вслух. Он встает, повышает свои характеристики с помощью магии и отправляется в путь, держа в руке свой верный деревянный посох. Вскоре он находит что-то на земле и понимает, что это еще один бесполезный гриб. Разочарованный, он бросает его на землю и продолжает искать мясо, как будто оно растет на деревьях, как у девственника. Вскоре он успокаивается и понимает, что ему нужно сосредоточиться на развитии магических способностей. Он снова усиливает свои характеристики и начинает бежать по лесу. К его удивлению, его скорость увеличилась в несколько раз, и он чувствует себя невероятно легким и проворным. Даже его атаки стали быстрее и сильнее, и он решает проверить это на ближайшей группе гоблинов. Без колебаний он бросается в бой, ударяет первого гоблина своим деревянным оружием, а второго бьет по голове. Это застает гоблинов врасплох, особенно мускулистого, который поднимает дубинку. Не желая рисковать, он прячется в кустах и ускользает незамеченным. Он решает, что на сегодня хватит, и возвращается в свою пещеру, размышляя о событиях дня, прежде чем заняться какими-нибудь домашними делами, например, собрать стол из Икеа. После нескольких попыток к утру он уже неплохо справляется и самостоятельно собирает табурет и журнальный столик. Благодаря своему новому навыку он укрепляет защиту, сооружая деревянные ворота у входа в пещеру, чтобы никто не мог войти без разрешения. Вечером он отправляется на охоту за маленьким кроликом, потому что не может больше обходиться без мяса. Ему везет, и он замечает кролика, который бежит по лесу, и ему удается поймать его, как дикую кошку. Улыбаясь, как хищник при мысли о еде, он вдруг чувствует, что рядом кто-то есть, и настороженно оглядывается. К своему удивлению и разочарованию он видит, что к нему приближается группа хулиганов. Это пугает его, потому что он не хочет с ними связываться, поэтому прячется за кустами и тихо уходит. Но потом инстинкты снова берут верх. Он быстро использует свое особое зрение, которое позволяет ему видеть все вокруг, и, к своему удивлению, замечает, что с одной стороны к нему приближаются мысли, а с другой — типичные фанаты Эндрю Тейта и вонючие ботаники. Он решает, что не хочет иметь с ними ничего общего, но вдруг замечает девушек-веганов во главе с президентом класса. Он отпускает кролика и думает, стоит ли ему подойти к президенту класса, ведь она всегда была добра к нему, и он знает ее с первого класса. Но он сдерживается, думая о том, как здорово быть хозяином своей жизни, и решает, что завоюет мир на своих условиях. Прежде чем идти дальше, ему нужно спрятаться от хулиганов, поэтому он ныряет в кусты. Один из них слышит шорох и идет в ту сторону, а Харука надеется, что парень не подойдет ближе. К счастью, из кустов выскакивает кролик, напугав хулигана, и они все убеждают себя, что это было животное. Хотя Харука не хочет с ними связываться, он остается поблизости, чтобы подслушать. Они не говорят ничего важного, только главарь рассказывает о дынях, которые он приготовил для класса, а остальные начинают перечислять свои любимые. Это напоминает Харуке, как те девочки всегда справлялись с такими хулиганами. Затем главарь начинает доставать Танаку, который не из их компании, и спрашивает, помогут ли навыки девочки в их планах. И Харука думает, что они используют его как поисковик в интернете. Главарь шутит, что вице-президент ждет его, и вскоре он уйдет. Харука предполагает, что весь класс ушел вверх по течению, но он знает, что лучше всего побыть одному. Его главная проблема в том, что он пока нашел только грибы, хотя его навык одиночки повысился благодаря тому, что он избегал общения. Но он все еще на 3-м уровне, возможно, потому что не развил навыки мастера ничего и чревовещателя, которые он даже не до конца понимает. Недолго думая, он пытается разобраться в этих навыках. Мастер ничего не значит, что он не может сосредоточиться на чем-то одном, но он может делать все понемногу на среднем уровне. Что касается чревовещания, то это кажется бесполезным талантом, как будто он просто марионетка для других. Как бы там ни было, он бросает это дело и ест, чтобы успокоиться, даже если это просто грибы. На 7-е утро Харука просыпается от звона металла и мужских криков. Он думает, что это снова те хулиганы, но видит, что это ботаники сражаются с гоблинами. Он удивляется, стоит ли ему помочь, хотя они явно проигрывают. Используя свой навык оценки, Харука проверяет их статус и видит, что у них всех 16-й уровень. Маг синхронизации Страж и Шиноби. Они далеко не бесполезны, как он. Это напоминает ему о его классе, полном талантливых учеников, и он до сих пор не понимает, почему его объединили с этими ботаниками. Он уже собирается уйти, но его навык восприятия замечает 2 гоблинов, подкрадывающихся к ботаникам. Вспомнив их доброту, Харука убивает врагов. Потом он здоровается с ними, и вскоре они уже идут вместе благодаря его за помощь. Но Харука, который так долго был один,
не знает, как реагировать на их благодарность. Он ведет их в свою пещеру, где они впечатлены тем, что он построил ее в одиночку. Харука заводит разговор, спрашивая, что случилось с остальными учениками и почему они оказались в лесу в это время. Ботаники с трудом отвечают, и маг объясняет, что все началось с того, что их телепортировали в лес. Некоторые почесали затылки, другие ущипнули себя, думая, что это сон, а некоторые заплакали. Но ботаники были самыми спокойными в этом новом мире. Хулиганы, почувствовав это, потребовали ответов о таких мирах, угрожая расправой. Среди хаоса староста класса попытался всех успокоить. Но когда появилась орда гоблинов, даже самые сильные хулиганы не смогли устоять. Но ботаники не сдавались. Страж с щитом, шиноби с катаной, певец с молотом и волшебник со своими заклинаниями. В конце концов, даже хулиганы и спортсмены присоединились к битве, и гоблины были повержены. После сражения старосты классов предложили найти более безопасное место и отвели всех на берег реки. Ботаники использовали свои навыки, чтобы разработать план выживания и разбить лагерь, а старосты классов распределили обязанности – следить за обстановкой, готовить еду и собирать припасы. Это позволило классу действовать как команде, пока популярные девочки не отказались собирать дрова. Их бунт распространился, и вскоре в лагере остались только старосты классов, ботаники и еще несколько человек. Хотя некоторые все еще были не заинтересованы и скучали, из-за чего они начали халтурить, на базу напали гоблины. Ботаникам, которые и так были загружены работой, пришлось отбиваться от врагов самостоятельно. Они победили, но ценой больших усилий. Волшебник-ботаник понял, что им нужно держаться вместе и доказать свои навыки, чтобы выжить, потому что гоблины были не единственной угрозой. Хулиганы тоже представляли опасность. Волшебник видел, как хулиганы заставляли другого ученика отказаться от навыков очарования, которые, вероятно, позволяют контролировать людей, и кукловодство, которое позволяет управлять другими, как марионетками. Ботаники повышали свой уровень не только для того, чтобы противостоять внешним угрозам, но и для того, чтобы справиться с опасностями внутри лагеря. Чтобы следить за происходящим, Атаку пошел за хулиганами в лес и подслушал их план создать гарем в лагере. Он быстро предупредил старосту класса, который решил повысить свой уровень и сразиться с хулиганами. Но хулиганы недавно освоили навыки очарования и кукловодства, что усложнило задачу. Несмотря на это, староста класса с большим мужеством выступил против хулиганов. Неожиданно, ботаники быстро одолели их и с помощью магии лишили их зловещих способностей. Когда план хулиганов по созданию гарема раскрылся, они сбежали из лагеря, но пообещали отомстить. Начался хаос, и в конце концов лагерь сгорел дотла. Популярные девушки обвинили ботаников в том, что они начали конфликт с хулиганами. Большинство учеников последовали за толпой и обвинили Атаку. Староста класса вместе с несколькими другими ребятами, которые не верили, что ботаники виноваты, попытались их защитить, но этого оказалось недостаточно. В итоге ботаников выгнали из лагеря. Когда Харука услышал эту историю, он расплакался и обнял своих друзей за то, что им пришлось пережить. Он даже предложил устроить вечеринку с грибами, чтобы они могли пообщаться и поесть вместе. Харука провел ночь с друзьями, понимая, что компания — это не так уж плохо. На рассвете он попрощался с одноклассниками, и один из них спросил, не хочет ли он присоединиться к ним и пойти по реке, чтобы стать искателем приключений. Хармика признался, что не хочет ни с кем объединяться, но в своей обычной загадочной манере отказался и сказал им идти без него. Наблюдая за тем, как уходят ботаники, Харука подумал, что его слабые навыки только замедлят их. Он решил найти старосту класса, чтобы во всем разобраться. Во время поисков он наткнулся на волка-монстра, который его укусил, но он победил его, ударив по голове. К вечеру он добрался до разрушенного лагеря своего класса и с помощью своей способности обнаружения нашел следы людей, переходивших реку. Пройдя по следам, он заметил вдалеке популярную девушку и подумал, что ему стоило остаться дома и поесть жареных грибов. Но тут к нему подошла одна из самых популярных девушек. Харука хотел было убежать, но услышав, как одна из них сказала: «Пожалуйста, остановись», он остановился, чтобы убедиться, что она действительно это сказала. Популярная девушка быстро объяснила, что они ищут ботанов, чтобы извиниться, понимая, насколько серьезной была их ошибка. В конце концов, они остались живы только благодаря им. Харука подумал, что странно, что эти избалованные девушки хотят извиниться, ведь в оригинальном мире такого никогда не было. Но он сказал им, что догнать ботанов невозможно. Одна из девушек настаивала на том, чтобы он рассказал, что знает, и Харука задал им несколько сложных вопросов. Смогут ли они выбраться из леса? Смогут ли они противостоять монстрам? Действительно ли они собираются найти своих спасителей и извиниться или просто сдадутся? Его резкие слова заставили девушек заплакать, как испуганных детей. Они боялись, что умрут в бесконечном лесу, и умоляли Харуку научить их выживать и все исправить. После этого Харука заметил, что его способность подчинения активировалась, и 3 девушки были подчинены: популярная лидерша, популярная девушка А и популярная девушка Б. Нравится ему это или нет, но теперь он был связан с ними судьбой. Когда солнце взошло после нескольких часов ходьбы, 3 девушки шли за ним, как утята за мамой. Их бестолковое поведение и пустые взгляды сводили Харуку с ума, особенно когда он боялся, что они начнут убивать волков-монстров и приносить им кристаллы, как верные питомцы приносят игрушку. По крайней мере, так он представлял себе действие способности подчинения. Пока он так лихорадочно размышлял, Герберт заметил, что одна из девушек ранена, и решил дать ей целебное зелье. Но вместо того, чтобы правильно его использовать, она вылила все зелье на него, думая, что это приказ.
В этот момент он понял, что если староста узнает, что случилось с девушками, она придет в ярость, а он не хотел с ней ссориться. Пока Харука пыталась снять заклятие, староста подошла к нему сзади и позвала его. Тем временем хулиганы собирались напасть на девушек в старом лагере, но сначала им нужно было разобраться с другими проблемами. Харука пытается позвать старосту по имени, но не может вспомнить его, и это ее очень раздражает. Она громко выражает свое недовольство. Вскоре подходят другие старосты, запыхавшиеся, и их лидер спрашивает, что случилось с этой девушкой, потому что они выглядят неважно. Даже Харука не знает, что произошло, хотя кажется, что его навык подчинения превратил их в зомби. Староста спрашивает, использовал ли он этот навык на них, и Харука неохотно кивает. Она сердится, напоминая ему, что этот навык предназначен только для монстров. Харука объясняет, что это вышло случайно, но девушки ему не верят и смотрят на него с презрением, от которого ему становится холодно. Ему удается избежать неловкой ситуации, но девушки требуют, чтобы он остался. Харука разочарован и думает, что это и есть та спокойная жизнь, о которой ему говорили в этом новом мире. Лидер старосты трясет Симадзаки, старосту девушек, пока она не приходит в себя. Затем староста зовет Харуку, чтобы собрать всех и разобраться в ситуации. Оставшись один, Харука решает потренироваться в навыке расширения дома, может быть, даже построить базу. Но когда он активирует навык, то оказывается, что его голова торчит из земли, а тело полностью в земле. Староста класса отводит Харуку в сторону, чтобы он мог объяснить, что сказал ему Шимадзаки. По словам Шимадзаки, Харука пришел, чтобы помочь всем, и девочки поклонились ему в знак благодарности. Но Харука говорит, что хочет вернуться домой, и девочки ругают его, напоминая, что он обещал помочь. Староста класса в замешательстве спрашивает, что он имеет в виду, говоря о возвращении домой. Харука объясняет, что построил свой собственный дом, когда его забросило в этот мир. Девочки в восторге от этого, и лидер тут же назначает новое собрание по стратегии, оставив Харуку в покое. Староста класса спрашивает, сколько человек может поместиться в его доме, и Харука отвечает, что если потесниться, то около 240 человек смогут там разместиться, особенно если они не против пользоваться ванной и кухней. Девочки в восторге от того, что в его доме есть такие комнаты, а лидер в шоке, что это особняк в глуши. Подбадриваемая подругами, лидер вежливо спрашивает, могут ли они остаться в его доме на ночь. Харука, ошеломленный мыслью о том, что ему придется принять столько девушек, не может отказать и ведет их к себе домой, используя свои навыки, чтобы провести их через темноту. После долгой прогулки девушки выбиваются из сил, не в силах угнаться за его быстрым шагом. Когда они переводят дух, то понимают, что пришли в особняк в глуши. Это открытие радует девочек больше, чем все, что они видели в этом суровом новом мире. Хирмука удивляется, что девочкам его дом нравится даже больше, чем ботаникам. Пришло время показать им дом, и когда он показывает им ванную комнату, большинство девочек сразу же бросаются туда, чтобы помыться, и по пути разбрасывают свою одежду. Харука смотрит на них и удивляется, какими дикими они становятся после того, как побывают в лесу. Когда дом наполняется людьми, Харука ставит палатку снаружи, чтобы уединиться. Но как только он начинает наслаждаться одиночеством, к нему подходит староста класса и благодарит его за помощь. После ухода мальчиков девочки были встревожены, но теперь они гораздо спокойнее. Удивительно, как хорошая комната, вкусная еда и теплая ванна могут поднять настроение. Несмотря на это, она признается, что плохо справлялась со своей группой во время всего этого хаоса. Харука успокаивает ее, говоря, что она сделала достаточно, даже если не может делать то, что могут Ода и остальные. Он объясняет, что ботаники были подготовлены к такой ситуации и точно знали, что делать, в то время как остальные просто пытались выжить. Это немного успокаивает ее, хотя она все еще задается вопросом, действительно ли Харука такой необычный, раз смог построить особняк в глуши. Ее проницательность застает его врасплох. Пожелав ему спокойной ночи, она уходит, и девочки наконец-то могут нормально помыться и выспаться. В особняке старости достается самое неудобное место, но она спокойно сидит в своем углу, а Харука размышляет о девочках и чувствует, что ночь будет долгой. На рассвете одна из девочек извиняется за то, что разбудила его, и говорит, что завтрак готов. Харука, не узнавая ее спросонья, просит дать ему еще полчаса поспать. Девушка подшучивает над ним, говоря, что он, похоже, не скоро встанет. Чувствуя себя неловко, он меняет тему и спрашивает, что на завтрак. Она отвечает, что это грибы и рыба на гриле, и это его радует, потому что он уже несколько дней ест только грибы. Когда они выходят из палатки, он случайно ударяется головой о ее голову. Она приходит в себя, а Харука пропускает извинения и сразу же принимается за рыбу. С первым же кусочком его любовь к рыбе становится очевидной. Девушка из их группы спрашивает, живет ли Харука рядом с рекой. Он признается, что живет, но ест только грибы, потому что рыба слишком быстрая и умная, чтобы ее поймать. Ему любопытно, и он спрашивает, есть ли у них более простой способ. Девушки показывают ему свою технику, используя электричество, и мгновенно убивают рыбу в реке. Харука удивленно просит их сделать это еще раз, и когда они собирают электричество в своих руках, он использует свои навыки, чтобы поймать его в реке. Впервые в жизни он ловит рыбу и, к своему удивлению, обнаруживает, что у него есть собственная магия электричества. Используя свои способности, он может захватывать любую магию стихий и воссоздавать ее по-своему. Девушка замечает, что это немного чересчур,
И Харука соглашается, говоря, что это скорее всего смесь его способности упаковывать и его способности ничего не уметь. Он все еще помнит, как получил худшие способности, в то время как остальные получили лучшие, и от управления магией электричества он чуть не обмочился от волнения. Позже Харука встречается с лидером девушек и спрашивает, что они будут делать дальше. Она объясняет, что они еще не пришли к единому мнению, но, скорее всего, отправятся в город. Харука предполагает, что они хотят наверстать упущенное, и они подтверждают, что им нужно извиниться. Лидер подчеркивает, что перед путешествием нужно повысить уровень, и Харука соглашается помочь. Лидер благодарит его, но уточняет, что их цель — не преследовать Оду и других ботанов. Харука немного расстраивается, потому что ему бы хотелось увидеть, как девчонки надают им по шее. Тем не менее, они все собираются, чтобы начать тренировку. Харука спрашивает, у кого какой уровень, и те, кто впереди, отвечают, что у них от 16 до 21 уровня. Он в шоке, ведь у него всего лишь 7 уровень. Но он сдерживает слово и быстро замечает 3 кобольдов, которые прячутся в кустах неподалеку, и просит девчонок разобраться с ними, потому что монстры всего лишь вдвое слабее их. Девчонки начинают разминаться и готовятся к бою, но когда приходит время, они легко побеждают их. Харука критикует их выступление, называя его жалким, а девчонки ворчат, что никто не предупредил их, что эти существа кусаются. Позже, вместо того, чтобы наслаждаться покоем в своей палатке, Харука наблюдает, как девчонки собираются внутри, чтобы обсудить бой. Вскоре они уходят, чувствуя себя увереннее, кроме той, что с фиолетовыми волосами, которая разбудила Харуку раньше. Она остается, чтобы извиниться, объясняя, что просто проверяла его, потому что ее чуть не поймали парни во время предыдущей атаки, и это оставило у нее травму. Она хотела посмотреть, сможет ли Харука их победить, но он доказал обратное. Она добавляет, что разбудит его завтра к завтраку. На следующее утро Харука начинает свой день с рыбы, пока девчонки готовятся к реваншу с кобальдами. После тренировки некоторые девчонки слишком устали, чтобы стоять, а другие притворяются больными, чтобы не драться, но те, кто не сдается, побеждают кобольдов. После победы над чудовищами они обращаются с ними как с домашними животными. Лидер говорит Харуке, что они готовы отправиться в город, но Харука не соглашается. Позже Харука предупреждает лидера, что они не знают, что их ждет, поэтому нужно быть начеку и сохранять концентрацию. В ту ночь под проливным дождем один из учеников отчаянно пытается убежать от кого-то, кто его преследует. Споткнувшись о камень, он падает на землю, и его быстро хватают. Он кричит, что у него нет той силы, которую ищет преследователь, но тот не обращает на него внимания и наносит удар. На следующий день Харука уходит от группы через лес, зная, что хулиганы могут прятаться где-то поблизости и наблюдать за ними. Как лидер, он должен обеспечить безопасность всех, и лучший способ сделать это — быстро добраться до города. Но им нужно было беспокоиться не только о хулиганах, в лесу было много опасностей. Внезапно на их пути появляется огромный орк. Харука приказывает группе отойти и внимательно наблюдать за ним, пока он сражается с монстром. Орк замахивается дубиной, но промахивается, позволяя Харуке оценить его скорость. Согласно знаниям группы, этот тип орков устойчив к физическим атакам, и лучший способ победить его — использовать магию. Помня об этом, Харука открывает меню и ищет эффективное заклинание из 4 стихий — огня, воды, земли и воздуха. Он освоил эти способности на практических занятиях, даже использовал их в домашних делах. Но в этой битве Харука был не один. Орк снова атакует, разбивая дерево, за которым прятался Харука. Когда орк замахивается, Харука быстро обходит его сзади и бьет палкой, заставляя монстра закричать и упасть. После этой победы Харука задумался, ведь он только что сказал, что орки устойчивы к физическим атакам, но победил одного из них простой палкой. Девочки собрались вокруг, пытаясь понять, что происходит, тем более, что они ничего не узнали из этой странной битвы. Даже Харука не может это объяснить, но обещает, что в следующий раз будет сражаться по-настоящему, используя магию. Кстати, вскоре группа встречает другого орка. На этот раз Харука использует огненную магию, бросает огненный шар и снова легко побеждает, оставляя всех в недоумении, как легко он справляется с этими битвами. Девочки, которые так и не поняли, что произошло, осознают, что Харука слишком силен для обычного подхода. Но к вечеру они уже не так расстроены, особенно когда жареное мясо готово на их импровизированном привале. Чуть дальше Харука использует магию земли, чтобы устроить ловушку в виде глубокой ямы, чтобы отпугнуть врагов. Его магические палатки не только отпугивают монстров, но и обнаруживают присутствие врагов, обеспечивая безопасность девочек. Убедившись, что все в порядке, он составляет маршрут на следующий день, используя карту призыва. Проверяя расположение реки, он вдруг чувствует, что поблизости есть враги, и спешит проверить. Вдалеке он замечает фигуры и боится, что это хулиганы, но это просто спортсмены, которые дружелюбно подходят к нему. Харука, подозревая спортсменов, думает, что они что-то или кого-то ищут в лесу. Но они объясняют, что им нужна не какая-то девочка, а сам Харука. Что касается девочек, то они не доверяют никому из класса. Отложив это в сторону, лидер спортсменов предупреждает Харуку о навыке, который бродит по лесу и который еще опаснее гипноза или марионетки. Харука вспоминает свой навык, который называется «захват», и спортсмен подтверждает, что это именно он, хотя владеют им не хулиганы, а кто-то посторонний.
Затем Харука насмехается над спортсменами, говоря, что они не подумали, что он сам может обладать этим навыком. Они признают, что в его руках это было бы лучше, чем в руках хулиганов, но спрашивают, действительно ли он знает, как им пользоваться. Смущенный Харука признается, что знает только магию служения, с которой они не знакомы, но надеется, что он не будет использовать ее безрассудно. Немного обиженный, Харука предупреждает их, чтобы они не недооценивали учеников. Спортсмены настаивают, что не хотели ничего плохого и просто хотели предупредить их об украденном навыке, пока следят за хулиганами в лесу. Наконец, они попросили Харуку извиниться перед девочками за драку в лагере и попрощались с ним. Тем временем староста класса, которая все это время слушала, молчит. Утром 17 числа Харука собирает команду, чтобы продолжить путешествие, и почему-то девочки кажутся необычно веселыми, а он погружен в свои мысли. Когда он отходит в сторону, к нему подходит староста класса и хочет обсудить разговор с группой Какизаки. Гермика объясняет, что они извиняются за все, но это не главное. Вместо этого она извиняется за то, что так долго не решалась заговорить о серьезном деле. У нее есть украденный навык. Удивленная, что Харука догадался, она признается, что попросила Грута, слугу Оды, сохранить это в тайне. Теперь, когда он знает, она спрашивает, почему он помог ей, несмотря на эту опасную способность, которая позволяет ей украсть навык цели, забрав ее жизнь. Харука невозмутим, и она объясняет, что это считается самой страшной и зловещей способностью. Харука отмечает, что даже ботаники не испугались и спрятали другие опасные навыки, но оставили ее нетронутой, считая, что только она должна владеть этой способностью. Классрук, растроганный, вытирает слезы и обвиняет Харуку в том, что он заставил ее плакать и в шутку убегает, хотя она благодарна ему за поддержку. Позже группа продолжает свой путь к реке. Когда они добираются до места, о котором говорил Харука, он внезапно срывается с места и проверяет действие своего магического зелья. Затем он использует навык «Магический вес», чтобы уменьшить свою силу, и прыгает с ветки на ветку, пока не оказывается на большой высоте. Несмотря на все усилия, он так и не научился летать, поэтому падает, почти потеряв все свои очки здоровья. Если бы не магическое зелье, он бы погиб, но, по крайней мере, он понял, как правильно летать, немного поиграв в птицу. Все еще дрожа от падения, Харука пытается объяснить Классруку, как он вернулся в отряд весь избитый, но у него не получается. На рассвете они снова отправляются в путь, на этот раз более короткой дорогой. По пути происходят разные события, например, девочки принимают совместную ванну, а за ними гонятся 3 орка. Но команда остается сплоченной и движется к своей цели. В конце концов, буря стихает, и они находят выход из леса, девочки радуются. Харука, однако, осторожен, не зная, какие опасности могут поджидать их на холмах. Проверив меню, он обнаруживает, что научился навыку полет после своего предыдущего прыжка. Он быстро проверяет его, осматривая местность на предмет безопасности. Продолжая путь, он замечает местных жителей, на которых нападают монстры. Но он колеблется, зная, что они могут быть не очень хорошими людьми. Несмотря на его сомнения, девочки решают помочь, а Классрук обещает сражаться, если они окажутся бандитами. Зная, как она отреагирует, Харука решает пойти один, чтобы не подвергать опасности своих товарищей. Чтобы добраться до группы, находящейся в опасности, он повторяет вчерашнее заклинание, чтобы бежать быстрее, но на этот раз добавляет небольшой вихрь, чтобы увеличить скорость. К сожалению, вихрь подхватывает старосту класса, и она хватается за его плащ, чтобы не упасть. Хуже того, они понимают, что не могут остановиться, как планировали, и врезаются в карету группы, как метеорит. Когда пыль оседает, Харука уже победил всех монстров, а староста класса сама присоединилась к нему. Лидер группы, черноволосый мужчина по имени Автер, представляется, а другой мужчина, Готя, присоединяется к ним. Харука спрашивает, почему на них напали, и Автер объясняет, что на торговцев напала стая огромных зеленых волков, и гильдия назначила награду за их поимку. Группа попыталась получить награду, но все пошло не так. Несмотря на неудачу, Автер просит их собрать то, что осталось. Харука жарит гриб для Готека, который с восторгом узнает, что это буф-гриб, ценный предмет, дающий бонусы. Харука с удивлением делится им с остальными, и девушки быстро приходят в себя. Наблюдая за ними, Харука чувствует себя странно спокойно, когда рядом с такими красивыми девушками находятся 2 мужчин. Вскоре после того, как остальная часть группы догоняет Харуку, девушки с восторгом встречают эльфа, которого видят впервые. Затем местные жители ведут их в долгожданный город Омви. Чтобы отметить это событие, группа рисует на земле черту, символизирующую начало новой главы, и перепрыгивает через нее, устремляясь в будущее. Тем временем хулиганы повышают свой уровень в лесу, разыскивая девушек для возможной стычки. Мальчик, которого они поймали, говорит, что они могут сломать печать на кукле и использовать навыки гипноза, но для этого им нужен кто-то с печатью. Другими словами, они должны найти ботаников с таким навыком, прежде чем мстить. Как ни странно, пока они разговаривают, мальчик зловеще смеется, а спортсмены наблюдают за врагами издалека, предчувствуя беду. Вернувшись в Оми, группа восхищается его красотой и атмосферой, понимая, что они попали в новый мир. Все счастливы, кроме Харуки, который чувствует себя не в своей тарелке. Девочки в восторге от необычной одежды и магазинов с незнакомыми товарами. Но староста напоминает им о важном деле.
Когда она убегает, Харука чувствует облегчение, что доставил их сюда в целости и сохранности, и думает, что его работа закончена. Две девочки шутят, что здание похоже на кексы, и спрашивают, можно ли их съесть. Староста напоминает им, что камни есть нельзя. Пытаясь не отставать от остальных, она просит Харуку помочь, но он уже лежит в тени с напитком. Она ругает его, говоря, что его миссия выполнена, но отдыхать еще рано. Она свистит в свисток, приказывая девочкам построиться, и объявляет план. Сначала они должны зайти в гильдию искателей приключений, продать добычу и зарегистрироваться как искатели приключений, а потом найти жилье. На следующий день они узнают о группе Оды. Симадзаки, лидер популярных девочек, спрашивает, почему группа Оды не в приоритете. Староста, чувствуя себя загнанной в угол, объясняет, что это не было намеренным. Харука пользуется моментом, чтобы подразнить Симадзаки, что она волнуется за ботаников, но та смущенно отрицает. В конце концов, они направляются в гильдию искателей приключений, и Харука чувствует себя не в своей тарелке уже от одного вида здания. Внутри еще хуже, там полно грубоватых на вид людей, которые пялятся на них. К Харуке подходит человек из гильдии и говорит, что с ним хочет встретиться глава гильдии. Харука быстро просит старосту класса заняться регистрацией, пока он разбирается с ситуацией. Он нервничает из-за всеобщего внимания и направляется к главе гильдии, который выглядит устрашающе. Глава спрашивает, он ли Харука, и тот, дрожа, подтверждает. К его удивлению, глава встает и вежливо благодарит его за спасение группы или за то, что Харука не бросил их, хотя он ожидал чего-то гораздо худшего. Харука чувствует себя спокойнее и находит стойку, где можно продать магические камни. Сотрудник объясняет, что на оценку камней потребуется время, и они будут готовы к завтрашнему дню. Тем временем девочки сообщают Харуке, что они зарегистрировались. А Иктек признают, что недооценили девочек, не ожидая, что их уровень будет выше 30. Шимадзаки просит Харуку зарегистрироваться, и впервые он с нетерпением ждет возможности присоединиться к официальной группе. Увидев его энтузиазм, староста класса говорит Иктеку, что Харука станет отличным искателем приключений, ведь именно он благополучно доставил их в город. Харука начинает регистрироваться, но быстро понимает, что для этого ему нужен как минимум 10 уровень. У него только 9. Он в отчаянии падает на колени и умоляет сделать исключение, но сотрудник остается непреклонен, объясняя, что Харука тоже должен быть в группе. Он сможет стать полноценным искателем приключений только на 20 уровне, а до этого его не будут считать настоящим искателем приключений. Харука понимает, что до 20 уровня еще далеко, а его навык одиночки не позволяет ему официально присоединиться к какой-либо группе. Видя его огорчение, староста класса берет на себя ответственность за поиск жилья и приводит команду в гостиницу, рекомендованную гильдией. Харука с подозрением относится к этому месту, но когда они заходят, их встречает молодая девушка-администратор, которая говорит, что гильдия предупредила ее об их приезде. Харука замечает сердечки на дверях и думает, что это, наверное, отель для влюбленных, но староста класса говорит ему, чтобы он успокоился. Позже он понимает, что это обычная гостиница, и чувствует себя комфортно в постели, хотя и скучает по лесу. Шимадзаки тем временем спрашивает, где Ода и остальные парни. На 19-й день их пребывания в этом мире все завтракают, а староста класса говорит, что в городе относительно безопасно и много магазинов. Видя, как радуется девушка, Харука думает, что они здесь приживутся, но он планирует вернуться в лес, как только продаст свои магические камни. В гильдии сотрудница бросает на прилавок мешок с деньгами и извиняется, что это все, что они могут предложить. Харука пытается ее успокоить, а глава гильдии вмешивается и напоминает, что они еще не закончили считать камни. Харука понимает, что у них недостаточно денег, чтобы заплатить сразу, и они предлагают рассрочку. Глава гильдии соглашается и откладывает 8 миллионов в качестве первого платежа. Харука понимает, что эта сумма примерно равна 52 миллионам иен в японской валюте. Затем работник гильдии объясняет рыночную стоимость предметов в этом мире, отмечая, что магические камни Харуки, которые дают плюс 8 миллионов хилов, плюс бонус за миссию с зеленым волком. Получив деньги, староста объявляет, что пора закупаться. Гакс предлагает свой магазин, который он знает в Харуке. Харука, думая, что там будут одни женщины, по глупости соглашается. Однако вскоре они приходят в его магазин, где продаются предметы из подземелья. Хотя продавец кажется странным, он дружелюбен. Хаборка с удовольствием примеряет плащ-невидимку, силовые перчатки, огненный посох и меч, отсекающий ману. Он становится одержим ожерельем под названием «7 магазинов», которое может объединять эффекты 7 предметов. Его восторг быстро проходит, когда староста приказывает ему вернуться в отель, потому что пора спать. Разочарованный Харука просит дать ему попробовать еще один предмет. Это ветка амелы, которая усиливает магические посохи и жезлы. Но, взяв ее, он случайно активирует ее, объединяя все предметы, даже не заплатив за ожерелье. Разъяренный продавец сообщает ему, что ожерелье стоит больше 10 миллионов хилов. Гей-технолог из старосты пытался договориться о скидке, и к 20 числу. Харука полностью разорен, но у него все еще есть вещи, которые он хочет купить. К счастью, цена снижается до 8 миллионов, но он остается без гроша. Он не может собрать больше магических камней, чтобы продать их. Чужакам нужно разрешение на выезд из города, и о том, чтобы улизнуть с девушками, не может быть и речи.
Староста никогда бы этого не допустил. Поняв, что городская жизнь не для него, Харука решает вернуться в лес. С плащом-невидимкой, который он получил в комплекте с крестьянской одеждой, он пробирается мимо своих одноклассников к городской стене. Но как только он собирается перепрыгнуть через забор и сбежать, несколько девушек кричат, и он врезается в стену. Тем временем он и девушки видят, как одна из одноклассниц почти раздевается на публике, чтобы примерить новый наряд. Гермика спешит остановить ее, и его первый план побега проваливается. На следующий день, 21 числа, девушки готовятся к своей первой миссии. Гермика просит присоединиться к группе, но староста быстро отказывает ему после того, как он пытался сбежать накануне. Тем не менее, одиночка проскальзывает мимо охранника и выходит на улицу. Взволнованный, он бежит в лес, не обращая внимания на препятствия, включая бандитов, которые нападают на карету с беззащитной девушкой. Бандиты, не желая оставлять свидетелей, нападают на Харуку, заставляя его сражаться. Он призывает огненную пулю и побеждает их. Позже, понимая, что его деревянный посох превратился в более прочный благодаря ветке Амелы или огненному посоху, который он использовал ранее. Однако бандиты снова поднимаются, заметив, что их противник всего лишь мальчик 9 уровня. Они используют продвинутые навыки владения оружием, рубящий удар, двойной удар и рывок. Но Харука видит, что они не владеют этими навыками в совершенстве и быстро устают. Он с легкостью побеждает их, понимая, что хотя навыки владения оружием сильны, эти головорезы были слабыми и не умели сражаться. Девушка из кареты Мариэль, дворянка с необычным характером, благодарит Харуку и представляется. Она объясняет, что она дочь местного лорда и просит его проводить ее, так как после нападения она чувствует себя небезопасно. Естественно, она более чем рада выразить свою благодарность за его помощь, хотя Харука хотел вернуться в лес. Эта последняя деталь убедила его остаться и помочь. В карете Мариэль спрашивает Харуку, откуда он родом, и он отвечает, что это ужасное место, где правит ужасная гильдия, которая даже не позволяет жителям свободно покидать город. Из-за этого и других факторов, по мнению мальчиков, лорд города такой же ужасный, как и место, которым он правит. Услышав это, Мариэль начинает плакать, потому что она дочь лорда, которого только что оскорбил Харука. К удивлению Мариэль, карета направляется обратно в Ому. Поняв это, Харука паникует и пытается сбежать, но дворянин настаивает, что он должен получить награду за спасение девушки. Тем временем в лесу спортсмены и хулиганы дерутся, и лидер спортсменов получает удар от противника. После первого поражения группа поняла всю серьезность ситуации. Но меч, который ранил парня, принадлежал не хулигану, а одинокому мечнику, который, казалось, сражался сам по себе. Этот воин быстро расправился с другим хулиганом, вонзив меч ему в грудь, а затем и с третьим. Но хулиганы, разъяренные быстрым поражением своего друга, продолжали атаковать, но их легко ранили и убили. Понимая, что им не спастись, оставшиеся хулиганы бросились на мечников, но те их остановили. Никто не мог уйти без разрешения. Мариэль умоляюще посмотрела на Харуку, которая боялась возвращаться в Ому, и отругала его за то, что он устроил такой переполох. Не в силах сопротивляться, он неохотно последовал за ней в особняк лорда Ому, чувствуя себя неловко. Пока они осматривали картину, на которой, казалось, был изображен лорд и его жена, он планировал быстро уйти. Но прежде чем он успел ускользнуть, появилась Мариэль и спросила, почему он не подождал, пока она переоденется, как она просила. Им жарко, это было так неожиданно, что Мариэль не поверила своим глазам. Она настояла, чтобы он остался, пообещав, что воин будет вознагражден. Чтобы доказать, что она не лжет, благородная дама пригласила гостя на настоящий пир, который был накрыт на столе. Отказавшись от мысли уйти, она наслаждалась едой, а потом попросила служанку принести вознаграждение за его спасение. Зная, что у героя нет документов, она дала ему только удостоверение личности, чтобы он мог свободно передвигаться по городу. Взамен она надеялась, что он запомнит название города. Однако Харука больше интересовалась текстурой пудинга, чем какими-то обязательствами. Смущенно пробормотав, что она нарядилась для него, Марио повел себя странно. 22 числа он вернулся в гостиницу и заверил свою группу, что не пытался сбежать. Его пригласили в особняк городского лорда. Девочки с подозрением отнеслись к его приглашению, но Харука сделала вид, что ничего не знает. В конце концов, некоторые из них сменили тему и отправились на задание, оставив его в надежде, что остальные тоже забудут. Но перед уходом староста класса настояла, чтобы он не покидал город. Харука равнодушно согласился. Оставшись один, он хитро улыбнулся и снова попытался сбежать, надев плащ-невидимку. На этот раз у него был козырь удостоверения личности, выданное дочерью лорда. Он бросился к воротам Ону, но сначала планировал купить припасы на вознаграждение, которое получил от Мариэль, и съесть все, кроме грибов. В конце концов, он решил оставить записку старости класса, надеясь, что это ее не расстроит. Он просто написал, что собирается проверить спортсменов в лесу и попросил девочек продолжать прокачивать уровни, пока его не будет. Собрав все необходимое, он направился к выходу, где стоял крепкий солдат-охранник. Отшельник показал свое новое удостоверение и быстро получил разрешение покинуть Ому. На этот раз, если бы по пути на него напали, он бы не стал вмешиваться и продолжил свой путь. Наконец он добрался до любимого леса, где в зарослях росли грибы, в реке плавала рыба, а в чаще обитали знакомые монстры.
Харука чувствовал себя как дома, но ему не терпелось добраться до своей пещеры. Он продолжил свой путь, легко победив огромного орка, который попался ему на пути. Это было странно, ведь обычно такие существа обитали глубже в лесу. Он был рад, что запасся припасами, и встреча с орком не доставила ему хлопот. Когда солнце начало садиться, он почувствовал неладное, особенно когда увидел на камне пятно крови. Он сомневался, что это дело рук ботанов, которые были сезонными ИК-про, поэтому решил, что это дело рук спортсменов. Вскоре он увидел свои следы и большую лужу крови на тропинке впереди. Не раздумывая, он побежал туда и нашел спортсменов, тяжело раненых на камне. Увидев, что они живы, он бросил им лечебные зелья, приготовленные из грибов, чтобы спасти их. Лидер пришел в себя настолько, что смог увидеть Харуку и спросил, в безопасности ли девушки. Харука заверил его, что они в безопасности в городе благодаря спортсменам. Казазаки успокоился, чувствуя, что помог классу. Харука назвал их лучшими спортсменами, о которых только можно мечтать. Позже той же ночью главный герой узнал, что все преступники мертвы, а ботаники исчезли. Что касается убийцы-хулигана, то это была неизвестная сила, которую невозможно было остановить и которая также украла все их оружие. Кадзаяки считал, что этот мечник спланировал все это, вероятно, чтобы напасть на представителя класса, у которой был мощный навык похищения, позволяющий ей забирать способности у убитых ею людей. Гермика забеспокоился, потому что думал, что только он и ботаники знают о ее силе, но спортсмены предположили, что мечник знал об этом, раз спрашивал о ней. В конце концов, мечник пощадил их, надеясь, что они в итоге нападут на представителя класса, и он сможет этим воспользоваться. Однако спортсмены вместо этого бродили по лесу, пока не оказались на волосок от смерти. Таинственный враг наверняка пойдет по кровавому следу, но лидер команды считает, что с помощью Харуки они смогут победить, объединив силы. Услышав это, Харука задумался о том, как он ненавидит ввязываться в конфликты. Он хочет жить в лесу в тишине и покое. Но тут ему звонит Джуби, и он не может игнорировать ситуацию. Он соглашается помочь, но настаивает на том, чтобы идти одному, отправив остальных в город к девушкам. После их ухода Харука понимает, что с поддержкой было бы безопаснее, но если мечник убьет всех, то некому будет защитить девушек. Тем временем девушки ищут Ому, но представительница класса все еще волнуется, несмотря на письмо Харуки. Протагонист узнает от спортсменов, что самый мощный навык меча делает его уязвимым после активации. Гермика решает, что должен тренироваться, чтобы использовать этот недостаток, но, победив нескольких гоблинов, понимает, что ему нужны более сильные противники. Судьба приводит его к королю гоблинов, и это шанс повысить уровень. Осторожно уклоняясь от его огромной дубины, Харука наносит мощный удар заклинанием, завершая бой. Но он удивляется, когда появляется гоблин-император 50 уровня, намного превосходящий Харуку 9 уровня. Харука понимает, что не может противостоять монстру напрямую, но зная, что побег маловероятен. Он решает использовать свою предыдущую тактику, объединив все свои ужасные навыки в одно целое. Заклинание. С этим он атакует гоблина и наносит ему удары, нанося некоторый урон, хотя монстр быстро восстанавливается и наносит ответный удар. Гоблин наносит удар Харуке, который едва успевает увернуться, находя небольшую возможность для контратаки своим посохом. Его удар почти вдвое снижает здоровье императора гоблинов, но существо начинает исцеляться, запуская мощный навык, который отбрасывает Харуку к дереву. Едва приходя в сознание, Харука вспоминает о своей миссии и продвигается вперед, зная, что его друзья зависят от него. Несколько часов спустя, когда над лесом забрежил рассвет, Харука, измученный, но победоносный, радостно кричит, празднуя повышение 11 уровня. Вернувшись в свою пещеру, он обнаруживает новые навыки, в том числе изобретенное им заклинание, которое теперь органично сочетает в себе различные виды магии, позволяя мгновенно атаковать. Вскоре после этого к его жилищу приближается мужчина, опускающий капюшон, чтобы показать Танаку, мальчика, который когда-то казался жертвой. Но у него были гораздо более хитрые планы. Тем временем девочки возвращаются в Ому после очередного дня охоты только для того, чтобы найти спортсменов у городской стены. Тем временем Какикадзе объясняет, что Харука осталась в лесу, чтобы в одиночку противостоять врагу. Одинокий странник с сарказмом приветствует Танаку по прибытии, в то время как враг горько сожалеет, что до сих пор не добрался до представителя класса через этих почти измученных спортсменов. Особенно после всех его усилий проникнуть к хулиганам и контролируйте их. В этот момент Харука понимает, что за всем этим с самого начала стоял Танака. Он признает, что использовал хулиганов, чтобы полностью разделить класс. Харука в ярости требует информацию об остальных членах группы, кроме спортсменов и хулиганов. Танака холодно отвечает, что они все мертвы, но потом решает закончить этот разговор, потому что его главная цель – как можно скорее разблокировать навык похищения. И не тратить время на такого неудачника, как Харука, у которого, по его мнению, самые слабые навыки. Услышав это, Харука поднимает оружие и преграждает Танаке путь к выходу. Тогда Танака решает убить одинокого странника на месте. Танака высвобождает всю свою силу, бросая в Харуку камни в качестве предупреждения. Он говорит, что в белой комнате, когда все выбирали навыки, он специально пошел последним, чтобы получить самые плохие навыки. Ухмыляясь, он насмехается над Харукой, спрашивая, думает ли тот, что сможет победить его с такими бесполезными способностями. Затем Танака бросает в него еще большие камни. Харука готовится защищаться, но Танака активирует свой уникальный навык – подстройку.
Тело Харуки начинает неконтролируемо дергаться, и ему становится трудно двигаться. Несмотря на это, он едва уворачивается от камней, но Танака призывает кристаллические шипы прямо у него под ногами. Харука уворачивается и от них, но от этого устает, и его тело становится неестественно тяжелым. Танака впечатлен навыками Харуки и спрашивает, давно ли тот его подозревает. Харука отвечает, что с самого начала у него были сомнения. Он ожидал, что Танака либо присоединится к отличникам, либо останется один, поэтому его поведение с хулиганами кажется подозрительным. Затем Харука спрашивает, когда Танака начал действовать по этому плану. Танака признается, что начал, как только их телепортировали из класса. Хотя он упустил навык похищения, он заметил навык подстройка, который позволяет немного контролировать других, и выбрал его. Используя его, он манипулировал глупыми хулиганами, а остальные последовали за ним. Танака заканчивает бой, говоря, что они уже достаточно наговорились, и связывает Харуке ноги лианами, прежде чем выпустить в него мощное огненное заклинание. К удивлению Танаки, Харука поглощает пламя своим посохом, благодаря силе травы, которая в нем заключена. Зачем терять время? Парирует Харука, собираясь нанести удар, пока Танака еще не пришел в себя. Но Танака лишь притворяется, что не может защититься. Он достает спрятанный меч, чтобы отразить атаку Харуки, а затем отбрасывает его назад. Затем Танака призывает все свое оружие и заявляет, что наконец-то может испытать каждое из них. Он бросается на Харуку с мечом, быстро меняя оружие при каждом взмахе, и Харука едва успевает за ним. Харука вынужден защищаться, с трудом отражая быстрые и непредсказуемые атаки Танаки. Пытаясь сбежать, Харука ныряет в кусты, но мощный удар отбрасывает его на другой берег реки. Понимая, что он слабее, Харука спрашивает, как Танака может использовать столько оружия и способностей одновременно. Танака подходит к нему и требует сдаться, но Харука поднимается и спрашивает, не использует ли он навык подражания, чтобы копировать способности одноклассников. Танака подтверждает это и добавляет, что хотел скопировать способность старосты класса, а затем убить ее, чтобы завладеть настоящей способностью. После этого он собирается убить всех остальных, чтобы украсть их способности. Харука понимает, что столкнулся с самым сильным противником. Танака атакует Харуку разными видами оружия, но тот наносит удар по иллюзии. Танака на самом деле стоит у него за спиной. Харука понимает, что эта тактика не работает, и опускает посох на землю, заставляя Танаку думать, что он сдался. Он бросается к Харуке, но тот уклоняется, имитируя ультра-инстинкт Гоку. Затем Танака насмехается над Харукой, спрашивая, может ли он использовать каждое скопированное умение только 3 раза. Это задевает его за живое, и Танака начинает паниковать, понимая, что теряет контроль над ситуацией. Харанка говорит, что давно понял, в чем слабость способности Танаки копировать умения, и специально заставил его потратить все копии. Разъяренный тем, что его перехитрили, Танака все еще может использовать по одной копии каждого умения и в отчаянной попытке снова нападает на Харуку. Харука уклоняется от атаки и сильным ударом отбрасывает Танаку назад. Почувствовав, что у него появился шанс, Харука решает быстро закончить бой, но Танака внезапно выпускает мощный заряд, заставляя Харуку остановиться. Решив не сдаваться, Танака достает кинжал, бросается вперед и наносит 2 быстрых удара, прежде чем исчезнуть и появиться над Харукой. Харука уклоняется, но когда пыль рассеивается, понимает, что это была уловка. На самом деле Танака прячется за камнем и готовится использовать свое последнее умение — мгновенную смерть. Он наносит удар Харуке, мгновенно убивая его, как и предполагает название умения. Танака смеется как злодей и наступает Харуке на голову, собираясь уйти. Но вдруг Харука встает и спрашивает, почему он так быстро уходит. Танака, потрясенный, требует объяснить, как Харука выжил после мгновенной смерти. Харука говорит, что у него есть общее умение здоровья, которое дает ему иммунитет к эффектам статуса, включая мгновенную смерть. Его удача тоже на максимуме, что значительно снижает вероятность мгновенной смерти. Танака, все еще не веря, спрашивает, почему Харука тогда упал, и тот объясняет, что это был всего лишь спектакль. Танака, все еще не веря, настаивает, что двигаться так быстро под действием его измененного умения невозможно. Тогда Харука раскрывает еще один секрет. Он использовал умение тупица, которое позволяет ему управлять другими, как марионетками. Используя свои способности, он мог противостоять эффекту чипа. Танака больше не мог сдерживаться и сразу же обрушил шквал ударов на Харуку, который с легкостью блокировал каждый из них. Ошеломленный и побежденный, Танака упал на колени, не в силах смириться с тем, что его безупречные расчеты не сработали. Он вспомнил, как ему было скучно в школе, как он был намного умнее своих одноклассников и мечтал о чем-то захватывающем, чтобы избавиться от скуки. Когда его и его одноклассников перенесли в этот мир, он понял, что ему нужны способности, чтобы сделать свою жизнь интересной. Он был готов убить своих одноклассников, чтобы достичь своей цели, уверенный, что с такими способностями он будет идеальным и непобедимым. Теперь поражение от кого-то с бесполезными способностями казалось ему немыслимым. В ярости он безрассудно бросился на Харуку, который легко обезоружил его. Думая, что у Танаки больше нет трюков, Харука приготовился прикончить его. Но внезапно меч Танаки отлетел назад и пронзил Харуку. Харука понял, что Танака все еще скрывал свои способности дистанционного управления.
С победоносной ухмылкой Танака объявил, что все-таки победил и начал атаковать Харуку. Харука сильно ударил его, но ему удалось ослабить удар с помощью навыка упаковки. Решив закончить бой, Харука использовал навык гамма, нанеся удар, от которого Танака не смог увернуться. Танака потерял сознание и рухнул на землю. Измученный Харука пробормотал, что хотя у него нет сверхспособностей, у него все еще есть свои трюки. Однако он был полностью истощен, и последствия полученных ранений наконец дали о себе знать. Не в силах больше стоять, он упал на колени, чувствуя, что все кончено. Прежде чем потерять сознание, он подумал о старости класса и своих друзьях. Но тут кто-то подхватил его. Харука открывает глаза и видит рядом с собой ботанов. Они расстроены, что опоздали, но говорят, что пожалуются позже. Они дают ему зелье для восстановления и поддерживают его, пока они идут обратно в город. По дороге Харука спрашивает, почему они были в лесу, и они объясняют, что только что вернулись с охоты. Они вырубили своих одноклассников и узнали от спортсменов, что Харука пытался подраться с Танакой. Не теряя времени, они поспешили на помощь, хотя и немного опоздали. Вскоре они добираются до города, где все с нетерпением ждут у ворот. Девушки окружают Харуку, предлагая себя в качестве награды, но он смущенно отходит в сторону и вместо этого дает 5 лидеру спортсменов. Девушки затаскивают его внутрь, и звезда ТикТок извиняется перед ботанами за прошлые поступки. Харука понимает, что это счастливый конец, которого все ждали, и что ему больше не нужно играть свою роль. Но как только он собирается незаметно ускользнуть, староста ловит его и требует объяснить, куда он направляется. К его удивлению он замирает, и она внезапно обнимает его, признаваясь, что действительно волновалась. Харука извиняется, но староста настаивает, что одних извинений недостаточно. Она собрала всех девушек в классе, чтобы устроить ему строгий выговор за то, что он сбежал из города, не сказав ни слова. Харука паникует, но у него нет выбора, и девушки уводят его обратно в город, чтобы отругать. В следующей сцене главному герою снится необычный сон о таинственной девушке, которая долго ждала своего часа в темноте. Проснувшись в своей постели в гостинице, он чувствует себя уставшим и разбитым после ожесточенной схватки с Танакой. Выйдя из своей комнаты, он встречает ботанов, которые ищут в подземелье редкий предмет, способный менять восприятие других людей. Харука, раздраженная, замечает, что это подходит такому темному типу, как Ода, и парень отвечает, что ему не нужны комментарии от одиночки. Затем ботаны отправляются на очередное задание, а главный герой, размышляя о своих недавних встречах с ними и о своей победе над Танакой, решает вернуться к своей обычной жизни в пещере. Но как только он собирается уходить, Харука чувствует присутствие старосты класса, чьи глаза горят от гнева, и она готова отчитать его за безрассудный поступок. Строго взглянув на него, она отводит его в сторону и вместо того, чтобы отчитывать, как вчера, напоминает ему, что он так и не объяснил свой поступок. Воспользовавшись моментом, она спрашивает, почему он в одиночку пошел на такой опасный риск, и прежде чем он успевает ответить, просит его больше так не делать. Смирившись, Харука опускается на колени и извиняется, и девушка великодушно принимает его извинения. Харука с облегчением понимает, что это гораздо страшнее, чем встреча с Танакой, но он предпочел это, чем гнев старосты. Чтобы избежать несправедливой критики, он решает найти предмет, о котором говорили ботаны, реликвию, которая может изменить отношение к нему людей. Харука думает, что теперь его никогда не будут несправедливо ругать, и отправляется в подземелье. Тем временем в особняке лорда Оми отец Мюррея работает без устали, пока она не настаивает, чтобы он сделал перерыв. Он неохотно соглашается, но беспокоится о море на границе, потому что активность монстров угрожает торговле и экономике. В этот момент вбегает солдат, вернувшийся из экспедиции, и предупреждает, что приближается огромная орда монстров. В отличие от солдата, Харука спокойно идет к подземелью, пока не чувствует приближения монстров. Вскоре появляется целая орда, но он воспринимает это как разминку. В гильдии искателей приключений мастер гильдии просит представителя класса разобраться с угрозой на дороге. Мариэль врывается в зал, предупреждая о приближающейся орде орков и разрушенных деревнях. Искатели приключений объединяются, чтобы защитить город, и она спешит предупредить своих друзей, гадая, где же Харука. Тем временем он нападает на орков, удивляясь, что их так много, включая короля орков. Несмотря на один удар, одиночка быстро расправляется с большинством врагов, пока силы обороны ОУИ готовятся к вторжению орков. Харука сражается с орком 37 уровня, не в силах победить его одним ударом, но шквал атак повергает монстра на землю. Увидев, что орки лежат на земле, Харука ненадолго задумывается, что же привлекло сюда столько монстров. Но больше всего его волнует, как добраться до подземелья и найти свой редкий предмет. Он незаметно проскальзывает мимо стражи. Внутри он представляет, как по потрескавшемуся полу и длинным коридорам ходили бесчисленные искатели приключений, но его главная цель — найти свой предмет. Открыв несколько сундуков с сокровищами, в которых лежит только бесполезное снаряжение, он жалеет, что не спросил, где находится его предмет. Наконец он решает обратиться за советом к торговцу магическими предметами в городе. С наступлением ночи защитники Оуи готовятся к приходу орков. Мастер гильдии беспокоится, что они задерживаются, и Мариэль нерешительно подтверждает это, вызывая опасения, что это может быть ложной информацией.
Когда дым рассеивается, появляется темная фигура, заставляя солдат насторожиться. Но это всего лишь юный Харука, который зевает, прогуливаясь по дороге. К нему подбегает представитель и предупреждает, что соседняя деревня была атакована монстрами и Оуи в опасности. Вместе с несколькими одноклассниками девушки ругают Харуку за то, что он исчез и заставил всех волноваться. Он небрежно говорит, что, возможно, уже победил монстров, хотя это не останавливает их жалобы. Позже в таверне дочь лорда и глава гильдии благодарят Харуку за защиту города, но просят его быть осторожнее. Вскоре к ним присоединяются Мюриэль и представитель гильдии, и Харука чувствует себя еще более неловко. Глава гильдии объясняет, что монстры становятся все более активными, намекая на скорое вторжение. Позже, лежа в постели, Харука ворчит, что все больше людей пристают к нему с вопросами и мечтает вернуться к своей спокойной жизни. Он отправляется на поиски предмета, который, по слухам, может изменить отношение к нему окружающих. Утром 27 числа он приходит в магазин магии, чем пугает владельца, который помнит его по прошлому инциденту. Чтобы позвать его, Харука объясняет, что он пришел не за покупками, а чтобы спросить о предмете, который мог бы понравиться людям больше. Хотя владелец магазина не знает подробностей, он предполагает, что Харука имеет в виду кольцо с феромонами и говорит, что оно должно быть на 50-м этаже подземелья. Взволнованный Харука спрашивает, сколько всего этажей в подземелье, и узнает, что их около 100, но, чтобы продвигаться дальше, нужно побеждать сильных боссов на каждом уровне. По легенде, там обитает император подземелья, но это покрыто тайной. Чтобы безопасно пройти дальше, Харуке нужны предметы для восстановления. Услышав это, он бросается в универсальный магазин, оставив владельца магазина магии, у которого были более полезные товары, разочарованным. Тем временем двое одноклассников подслушивают их разговор. Поняв, что Харука хочет получить кольцо с феромонами, они решают помешать ему наделать глупостей. Вскоре, когда Харука уверенно продолжает свой путь, его навык восприятия предупреждает его о приближающихся фигурах. Его одноклассники, выглядящие разъяренными. Он спросил, зачем они здесь, и один из них обвинил его в том, что он ищет кольцо с феромонами. Харука отрицал это, утверждая, что на самом деле он ищет кольцо Соломона, редкий предмет, который позволяет общаться с животными. Но никто не поверил его лжи, и мальчик решил действовать смелее и побежал прямо в подземелье. Когда он туда добрался, охранник предупредил, что оно закрыто из-за опасности, но Харука не собирался останавливать толпу в одиночку. Внутри Харука беспокоился, что представитель может найти кольцо с феромонами раньше него, поэтому он поспешил вперед. Одна женщина сказала, что он может попасть в ловушку, если будет так бежать, но он заверил ее, что удача его не оставит. Внезапно он споткнулся о потайную стену и упал в глубокую яму. Его друг попытался его поймать, но не успел. Учитывая высоту, Харука использовал магию земли, чтобы смягчить падение, и благополучно приземлился на нижний этаж подземелья, недалеко от того места, где мог появиться финальный босс. Чтобы вернуться, он использовал воздушную походку, но бесконечные этажи не позволяли подняться наверх. Поняв, что его пространственное восприятие и обнаружение ловушек достигли первого уровня, он применил оба навыка и обнаружил, что коридор чист от ловушек. Он был на 101 этаже, прямо под последним этажом, вероятно, рядом с тайным боссом. Тем временем его одноклассники отправились на поиски, а Харука пробирался сквозь густой магический дым. По мере его продвижения загорались факелы с голубым пламенем, освещая путь, пока он не дошел до двери, за которой явно что-то было. Открыв ее, он столкнулся с мощным магическим барьером, который отбросил его назад. Пытаясь удержаться на ногах, он мельком увидел императора подземелья, уровень 100. Тем временем, на 447 этаже группа разожгла костры, чтобы обсудить местонахождение Харуки. После победы над каждым боссом этажа активировался телепорт, позволяющий вернуться к началу подземелья, и Шимадзаки подумал, что Харука, возможно, вернулся. Но Ода подозревал, что он был в глубинах подземелья, где присутствие императора усиливало других монстров. Хотя Шимадзаки считал это мифом, если это правда, то продвигаться дальше будет сложнее. Решительно настроенный, он решил продолжить поиски своего друга. Тем временем Харука использовал свои навыки, чтобы проанализировать противника, но статистика императора подземелья оставалась загадкой. Расовые классы императора подземелья, Дулан, Лич и Король Нежити были одними из самых сильных, и у Танаки не было шансов против такого врага. Зная, что Лич силен в магии, Харука понял, что ему нужен ближний бой, чтобы победить. Он ударил посохом, но скелет с поразительной скоростью заблокировал удар. Не растерявшись, он повторил атаку, но снова был отбит. Но он знал, что у него нет другого выбора, кроме как победить императора подземелья. В грозовую ночь, когда гремит гром, Мариэль подает чай своему отцу и замечает темные тучи над зловещим подземельем. Размышляя об этом, дворянка боится, что им предстоит столкнуться с чем-то гораздо худшим, чем орда орков, которая только что появилась. В ответ лорд Ануи приказывает своей дочери срочно отправить сообщение в гильдию искателей приключений, чтобы подготовиться к чрезвычайной ситуации. Тем временем в подземелье император Харука понимает, что для победы над существом такого уровня ему нужно объединить свои способности с непревзойденной скоростью. Используя свою ловкость, он обходит монстра и пытается нанести удар, но император легко блокирует его. Понимая, что его скорость недостаточна, Харука продолжает бежать, но его усилия снова оказываются тщетными. Не сдаваясь, он пытается опередить скелета, используя почти сверхъестественные рефлексы.
Но существо отвечает скользящим ударом, который разрывает его тунику и едва не лишает его жизни. Напряжение нарастает, и контактные линзы Харуки открывают новую способность. Он может видеть на мгновение вперед. Хотя это дает ему возможность предугадывать атаки, любая ошибка будет стоить ему жизни, поэтому он должен быть предельно сосредоточен. С удвоенной бдительностью он продолжает сражаться. В этой опасной схватке Харука находит забавным свое положение, и это чувство сбивает его с толку, учитывая серьезность момента. Смешно или нет, но правда в том, что у него почти не осталось магии или энергии, и это может стоить ему жизни. Тем временем император подземелья остается невредимым, и Харука знает, что нападение сейчас будет означать его поражение. Но по какой-то причине скелет делает несколько шагов в его сторону, но останавливается, не нападая. Смущенный этой странной пассивностью, Харука анализирует ситуацию и понимает, что этот враг отличается от других. Кажется, он не собирается его убивать. Если бы он хотел, то уже давно бы это сделал. Не желая сдаваться, Харука возобновляет атаку в знак протеста. Но когда существо поднимает меч к его шее, он останавливается, охваченный сомнениями. Должна быть причина, по которой скелет щадит его. Когда скелет поднимает оружие, Харука замечает, что вокруг его тела клубится миазма, словно управляя им как злой силой. Внезапно его посох начинает светиться, поглощая миазму, словно пробуждая скрытую силу. Поверив в такой неожиданный поворот, Харука позволяет энергии течь дальше и наносит еще один удар, держа посох рядом с темной субстанцией, чтобы полностью ее истощить и освободить скелет от контроля. Харука решительно выполняет свой план, подтверждая, что миазмы действительно управляли боссом подземелья. Когда кошмар заканчивается, он предполагает, что скелеты искали смерти, чтобы избавиться от рабства, поэтому Уайт не стал нападать, а вместо этого попытался нанести смертельный удар. Чтобы проверить свою теорию, Харука кладет меч на землю в знак капитуляции. Однако вокруг монстра снова начинает появляться черная миазма, убеждая Харуку, что только смерть может освободить его от страданий. Он готовится нанести последний удар посохом, но что-то его останавливает. Решив, что насилие — это не выход, он бросает оружие и обнимает скелет, понимая, что тот сражался с миазмами в одиночку. Неожиданно его способность подчинять активируется на скелете. Харука извиняется, не зная, как деактивировать навык, но думает, что это освободило существо. Набравшись смелости, он протягивает руку и предлагает дружбу. Сначала скелет не реагирует, и Харука паникует, думая, что он разозлился. Но скелет качает головой, уверяя его, что все в порядке. Наконец он пожимает Харуке руку, и тот использует навык оценки, чтобы убедиться, что уровень скелета сбросился, возможно, из-за способности подчинять. Кроме того, имя меняется на Анжелика, и Харука понимает, что это была девушка, что еще раз доказывает, что он подчинил себе девушку в этом абсурдном мире. Отбросив это в сторону, горожанин советует им поскорее уйти. С согласия Анжелики Харука активирует навык пространственного восприятия, когда они выходят из комнаты босса, и замечает лестницу, которая может вывести их на поверхность. Но прежде чем они успевают спокойно продолжить, происходит неожиданное. Появляется босс этажа, живая броня с 100-го уровня. Харука, ошеломленный, хватается за голову, понимая, что не справится с таким сильным противником. Отчаянно пытаясь сбежать, он придумывает план. Подняв свой посох, он использует свою способность управлять землей, чтобы обрушить часть потолка, и готовится подняться по воздуху. Но тут появляются два Минотавра 99-го уровня. Они нелепо прыгают в бой, приземляются на живую броню и разбивают ее вдребезги. Минотавры, в свою очередь, погибают от урона при падении, превращаясь в настоящее мертвое мясо. В этом странном иссякай удача и способности Харуки оказываются невероятными. Но что самое интересное? Анжелика проявляет неожиданный интерес к разбитой броне, лежащей на земле. Она надевает броню, но с трудом справляется с ее весом. Вместо того, чтобы снять ее, она использует магию, чтобы изменить ее под свой настоящий женский облик. Харука, смущенный, осматривает броню и понимает, что это проклятое серебро, которое сливается с плотью и костями владельца. Приняв его замечание за шутку о своей внешности, она злится, уходит вперед и надувает губы. Харука, удивленный ее поведением, подумывает назвать ее представителем брони. Вместе с группой они продолжают искать пропавшего члена команды, обсуждая, не поднялся ли он уже. Добравшись до 50-го этажа, они встречают огромного вооруженного циклопа. Тем временем Мариэль приходит в гильдию Ому и рассказывает местному мастеру о своих тревожных чувствах. Хотя стражники ничего необычного не заметили, некоторые считают, что патрули могут быть ненадежными. Они решают предупредить всех, и глава гильдии задается вопросом о пропавших авантюристах, но никто их не видел. Мариэль беспокоится, что ее интуиция ошибается. Вернувшись в подземелье, Хербука дает Анжелике крышку от банки, чтобы поднять ей настроение, но это длится недолго, потому что он чувствует приближение лича 98-го уровня, который невосприимчив к физическим атакам и уязвим только к святой магии. Рассматривая варианты, Харука решает сбежать через дыру наверху, но колеблется, опасаясь последствий. Лич не теряет времени и нападает, но Харука едва уворачивается от смертельного заклинания, разочарованно качая головой. Это действие становится решающим напоминанием. Харука использует свое главное оружие против монстров, владеющих темной магией.
Он поднимает трость, направляя святую магию на существо. Он гордится своим посохом, который когда-то отверг, и понимает, что теперь он стал его лучшим союзником. Затем Харука сталкивается с гигантскими мотыльками 97 уровня, зная, что их ядовитая пыль требует осторожности. Вместо того, чтобы атаковать напрямую, он создает пламя и позволяет ему зависнуть рядом. Мотыльки слетаются на свет, и Харука усиливает магию, сжигая их всех разом. На 96-м этаже Харука и Анжелика сталкиваются с ядовитыми ползунами, гигантскими гусеницами, которым суждено стать мотыльками. Эти существа плетут опасный магический шелк, поэтому Харука ловит их в ловушку, создавая тонкий пол под ними и катая его, как каток. Добравшись до 95-го этажа, Харука чувствует присутствие могущественного врага сквозь клубящийся фиолетовый дым. Впереди лежат мечи, и они с Анжеликой едва успевают увернуться от внезапной атаки. Враг — хитрый босс 100-го уровня, известный как Живой Меч, быстр и ловок, использует свои способности, чтобы манипулировать окружающими клинками. От этой битвы не уйти, и Харука готовится к ней. Разочарованный подлыми приемами босса, Харука задается вопросом, кто сможет изменить ход событий. Затем он смотрит на Анжелику и понимает, что ответ был все это время рядом с ним. Немедля ни секунды, он просит ее о помощи, и одним ударом она заканчивает бой, оставляя Харуку в изумлении от ее нового союзника. Тем временем на 50-м этаже ученики сражаются с циклопом. Они уже выбились из сил, и кажется, что их путешествие подходит к концу. Почти отчаявшись, Какизаки вспоминает слова Харуки о том, что они лучшие спортсмены. Ода верит, что Харука не сдастся, и это вдохновляет его попробовать новую тактику. Циклоп атакует, и Какизаки использует свою взрывную скорость, чтобы прыгнуть и ударить монстра по голове. Хотя он падает на полпути, его отвлекающий маневр позволяет Оде применить заклинание, которое пронзает лицо циклопа и заканчивает бой. Тем временем Харука добирается до 85-го этажа и чувствует приближение огромного количества монстров. Снаружи подземелья охранник ворчит, что дети безрассудно бросаются в бой, несмотря на предупреждение об опасности. Внезапно несколько крыс пробегают мимо его ног. Встревоженный охранник смотрит вглубь подземелья и замечает приближающихся монстров. Действуя быстро, он сообщает об этом главе гильдии, который объявляет, что настал давно ожидаемый день. Из самых глубоких уровней подземелья в мир людей хлынула волна монстров. Мариэль понимает, что ее опасения сбываются, а Гекик беспокоится о безопасности тех, кто находится внутри. Погрузившись в раздумье, глава гильдии достает старый документ, в котором говорится, что подземелья растут вниз этаж за этажом. Когда они достигают своего предела, лишние монстры вырываются наружу, как вода из переполненной чашки. Атер спрашивает, как это остановить, и глава гильдии отвечает, что победа над последним боссом на самом нижнем этаже уничтожит подземелье и всех монстров. Гаек задается вопросом, кто сможет это сделать, а Харука вспоминает Мюриэль, но быстро прогоняет эту мысль. Внезапно земля содрогается, грозя обрушиться. Глава гильдии приказывает Атару увести мирных жителей в безопасное место, а Гейту — собрать бойцов у главных ворот, чтобы защитить территорию любой ценой. Наконец, глава гильдии произносит заклинание огня, которое окутывает его тело и готовится преподать захватчикам урок. В подземелье Харука видит пролетающих над головой грифонов и стоит рядом с Анжеликой. Раздумывая, кто же это, птицы или львы, он решает бросить в них парализующую рыбу, посыпанную солью. Монстры дерутся за маленький кусочек, и когда он начинает действовать, они падают, освобождая Харуге путь на следующий этаж. Тем временем на 54-м этаже представитель класса призывает свою команду не сдаваться, несмотря на трудности. Все полны решимости найти Харугу, но впереди их ждет встреча с десятками оборотней. В городе Оми искатели приключений только что пережили первую волну, но несколько воинов уже ранены. Мариэль с горечью узнает, что такое давка. Столкнувшись с тяжелой ситуацией, Оми предлагает обратиться к чужакам в подземелье, чтобы сразиться с финальным боссом, и глава гильдии считает, что Харука справится с этой задачей. Проблема в том, что у них нет возможности связаться с одиноким странником. Гаек удивляется, кто же настолько безумен, чтобы отправить ему сообщение в этом хаосе, и все трое смотрят на Мариэль. Понимая, что ее заставляют выполнять эту нежелательную задачу, она отказывается, боясь идти в подземелье одна. Глава гильдии, понимая важность миссии, решает, что это слишком сложно для юной девушки, и отправляет ее с ней, зная, что он знаком с подземельем. Подчиненный выполняет приказ, но вспоминает, что скоро будет еще одна атака. Тем не менее, лидер заверяет, что Амуи будет в безопасности, так как оставшихся воинов хватит. Сначала Мюриэль связывается с подчиненными, а девушка оглядывается вокруг, видит раненых, дрожащих от страха, но находит в себе силы сделать то, что нужно. На 81-м этаже Харука и Анжелика добираются до затопленного уровня. Харука говорит, что на нижних этажах еще хуже, но на верхних тоже есть свои сложности. Затем на одинокого путника нападает рыба-меч, но Анжелика вмешивается и ранит их всех своим мечом. Харука понимает, что это рыбы-мечи 81 уровня, и осознает опасность, если они нападут все разом. Он вспоминает, что рыбаки замораживают свой улов, поэтому используют магию льда, чтобы поймать их.
Затем Харука и Анжелика перепрыгивают по камням на другую сторону, а внизу проплывает огромная тень, направляясь к ним. Вскоре тень превращается в босса этажа, гигантскую рыбу, которая создает волну. Анжелика быстро убегает, но Харука получает удар, а одинокий путник тонет. Делла колеблется, не зная, как добраться до водного противника. Но Харука выныривает, держа в руках доску, сделанную с помощью магии земли. Он оседлал волну и ударил гигантскую рыбу своей тростью. После победы над боссом дуэт продолжает свое путешествие, восхищаясь достижениями Харуки в подземелье. Харука признается, что начинает получать удовольствие от этого места, особенно после того, как находит невероятные сокровища. Кольцо безграничного богатства на 79-м этаже, повышающее удачу, благословенный браслет на 77-м этаже, усиливающий бедствие. И драгоценность некроманта на 75-м этаже, дающая контроль над мертвыми. С этими реликвиями он чувствует, что нашел золото, будь то продажа их ради прибыли или использование для получения власти. Однако, поскольку его максимальная удача делает его невосприимчивым к проклятиям и болезням, эти предметы не так ценны для него. Он решает отдать их Анжелике, представителю скелетов воинов, полагая, что она будет рада, что ее не прокляли, как на последнем этаже. Сначала она отказывается, но настойчивость Харуки убеждает ее, и она соглашается, тронутая его жестом. Харука, удивленный ее почти человеческой реакцией, пропускает это мимо ушей и идет дальше. Тем временем император подземелья кратко рассказывает о ее истинной сущности. Она молодая красивая девушка, прежде чем вернуться к остальным. Позже, на 54-м этаже, команда Харуки побеждает стаю оборотней после тяжелой битвы. Несмотря на усталость, они слышат подозрительный шум и готовятся к новой битве, но обнаруживают, что это Мариэль. Они подходят к ней. В хаосе, который царит вокруг, Харука и Анжелика добираются до 74-го этажа, где повсюду расплавленная лава. Мариэль рассказывает, что ее послали найти Харуку и умоляет его сразиться с финальным боссом, а потом, увидев, что его нет, начинает плакать. Представитель класса успокаивает ее, уверенный, что воин-одиночка справится, пока остальные думают, как быстрее добраться до него. Пробираясь по огненной тропе, Харука чувствует, как на него давит жар. Он внимательно следит за пространством вокруг себя, избегает ловушек, но чуть не падает, споткнувшись о камень. Анжелика успевает его подхватить и предлагает немного отдохнуть. Харука садится, пытаясь расслабиться, но из-за жары у него совсем нет сил. Когда он уже почти теряет надежду, его обдувает легкий ветерок. Представитель класса чувствует то же самое и слышит вдалеке голос Харуки. Он радуется, что нашел расщелину, где использовал магию ветра, чтобы охладиться. Через небольшое отверстие они связываются друг с другом. Когда его спрашивают, сможет ли он пролезть через это отверстие, Харука отвечает, что без веревки не сможет. Но ни у кого из группы нет веревки, и они думают, как решить эту проблему. Харука узнает, что девушка находится на 54-м этаже и решает, что лучше всего будет добраться туда, как он и делал. Однако Мариэль тогда сказала ему, что город в опасности и что гильдия сражается с ордой монстров, но их защита долго не продержится. Она добавила, что по пути сюда он видел, как к городу приближается вторая волна чудовищ, и даже если авантюристам удастся победить эту группу, третья волна, скорее всего, уничтожит Оя. Мариэль объяснила, что единственный способ остановить нашествие – это победить финального босса подземелья. Услышав это, Харука взглянул на свою новую спутницу и сказал друзьям, что уже победил босса. Оде, однако, спросил, почему появляется новая волна монстров, если это правда. Услышав это, автор спросил Харуку, уверен ли он, что босс был побежден, потому что, если последний босс этажа все еще жив, нашествие продолжится. Столкнувшись с этой дилеммой, Харука понял, что ему нужно сразиться с бронированной фигурой, но он чувствовал, что не в силах это сделать. Она так долго была заперта и проклята тенями в глубинах подземелья, испытывая невообразимую боль. И казалось несправедливым просто лишить ее жизни после того, как она наконец обрела свободу в душе. Одинокий воин признался, что не победил финального босса, чем ошеломил своих товарищей на верхнем этаже. После этого он придумал план, как спасти и Анжелику, и город. Попросив ее не волноваться, он объяснил, что ему нужна ее помощь. Затем он объявил своим товарищам, что остановит нашествие. Возмущенный Офф возразил, что это невозможно без победы над финальным боссом, но представитель класса поверил в способности своего друга. Она убедила остальных поверить в Харуку, напомнив, что, несмотря на его недостатки, он всегда спасал положение. Она была уверена, что он предаст свою команду, потому что он такой. Подавшись ее вере, Харука тихо поблагодарил ее и сжал кулаки, пообещав спасти Анжелику и защитить всех в Амуи. Поднявшись на 73-й этаж, Харука и Анжелика встретили группу ящероподобных существ. Харука, зная, что они боятся холода, без труда заморозил их своей магией льда. Анжелика добила их, раздробив на куски. На следующем этаже они столкнулись со скорпионами, которых Харука победил, выпустив облако дыма, чтобы задушить вредителей. Вскоре они столкнулись с огромной двухголовой собакой, которая была очень сильной и невероятно быстрой. Харука использовал необычное оружие – вонючие шарики, чтобы перебить ее острый нюх. Ослепленная и неспособная сосредоточиться, собака стала легкой мишенью для Анжелики, которая разрубила ее пополам.
После боя Харука собрал добычу, но Анжелика настояла на том, чтобы он отдохнул. Он отказался, сказав, что от них зависит судьба города и нельзя терять время. Они продолжили путь и добрались до 69-го этажа, где гипнотизирующая птица пыталась усыпить их своим пением. Харука думал, что его навык общего здоровья защитит его, но из-за усталости он не смог вовремя активировать его. Из-за сонливости он уснул, и Анжелика понесла его на спине. Она сказала ему, чтобы он продолжал отдыхать, пока она идет вперед. Тем временем одноклассники Харуки отчаянно сражались со сфинксом 100-го уровня, который был намного сильнее, чем все, с кем они сталкивались раньше. Их атаки, как физические, так и магические, были бесполезны, потому что сфинкс мгновенно восстанавливался после любого урона. Опытный путешественник, который был с ними, сообщает, что победить сфинкса невозможно, так как, по легендам, он бессмертен. Он говорит, что сфинкс любит загадки и пощадит только тех, кто сможет их правильно разгадать, добавляя элемент стратегии в их непростую задачу. Он объясняет, что нападать на сфинкса было ужасной идеей, потому что теперь чудовище настроено уничтожить студентов. Тем временем Анжелика отнесла Харуку на этаж, где находится 50 человек, и он, наконец, готов снова вступить в бой. Пока он ищет способ пройти по хрупкому полу, он вдруг чувствует знакомое присутствие наверху. Оказывается, это его одноклассники, которых сфинкс полностью одолел. Огромное чудовище нападает на старосту класса, но тут появляется Харука и атакует с помощью своего нового магического снаряжения, созданного специально для борьбы со сфинксом, который невосприимчив к физическому урону. Хотя его первый удар не причиняет вреда, он дает Анжелике возможность нанести решающий удар, отрубив сфинксу голову и убив его навсегда. После этого Харука и староста класса обмениваются взглядами, и она приветствует его, говоря, что все ждали его возвращения. Одноклассники шутят, что он опоздал, а староста вспоминает ночь, которую они провели вместе. Но как только Харука начинает объяснять, пол под ним проваливается, и он снова падает в глубины подземелья. Однако он использует рефлексы, как у Человека-паука, и прыгает на падающие обломки, чтобы выбраться. Он успокаивает всех, говоря, что не стоит волноваться, и хвастается своими новыми способностями, которые помогают ему справляться с опасностями. К сожалению, он сглазил себя, и земля под ним снова проваливается. На этот раз Харука застигнут врасплох и смиряется со своей судьбой, но староста класса бросается к нему, чтобы схватить его за руку, вспоминая, как не смогла спасти его раньше. Она обещает, что на этот раз не отпустит его. Лучший спортсмен и звезда команды приходят, чтобы помочь ей поднять Харуку. Но у них нет времени перевести дух, потому что третья волна монстров уже разрушает этаж под ними. Начинается хаос, и староста класса спрашивает у Харуки, есть ли у него план, как спасти город. Он уверяет ее, что есть, и говорит, что Анжелика – ключ к спасению. Староста класса, заинтересовавшись, просит рассказать подробнее, но Мариэль в панике прерывает их, настаивая, что нужно немедленно вернуться в город. Харука соглашается, и они решают воспользоваться вратами телепортации, чтобы попасть на поверхность. Харука удивлен, потому что не заметил такого устройства, когда поднимался наверх. Аура объясняет, что врата не видны, когда поднимаешься в подземелье, потому что механизм активируется только в обратном направлении. Вскоре Харука и его группа добираются до городских ворот, где их уже ждут мастер гильдии и остальные, готовясь к третьей волне монстров. Эта волна гораздо больше предыдущих, монстры заполонили равнины, а грифоны господствуют в небе. Авантюристы ошеломлены, понимая, что предыдущие волны были лишь прелюдией к этой сокрушительной силе. Когда наступает отчаяние, Харука подает сигнал Анжелике. Она выходит вперед, достает меч и вонзает его в землю, высвобождая мощную волну энергии, которая распространяется по всему городу и подземелью. Харука заключает, что Анжелика, как настоящий босс подземелья, не только управляет монстрами, но и, вероятно, полностью контролирует их, учитывая, как легко она уничтожила их на пути к вершине. Он уверен, что ее способности могут уничтожить всех монстров одним махом, и его догадка подтверждается, когда огромное магическое поле Анжелики стирает всех существ в одно мгновение. Все присутствующие на месте происшествия лишаются дара речи, а Харука подходит к Анжелике, чтобы дать ей 5. Он облегченно вздыхает и говорит, что его план сработал идеально. Но его одноклассники в замешательстве и спрашивают, не он ли это сделал. Харука объясняет, что это сделала не он, а Анжелика. Смущенная, она начинает вести себя застенчиво. Самый сообразительный из них – главный ботаник, единственный, кто понимает, что Анжелика на самом деле император подземелья. Это открытие вызывает панику у группы, но Харука быстро успокаивает их, говоря, что нет причин для беспокойства. Он объясняет, что Анжелика на их стороне и бесчисленное количество раз спасала ему жизнь, пока они исследовали подземелье. Авантюристы доверяют Харуке и понимают, что Анжелика не представляет угрозы, хотя главная горничная все еще сомневается. Он спрашивает, действительно ли Тихая Анжелика правитель подземелья, чья сила превосходит даже самых сильных боссов. Харука подтверждает это, объясняя, что, хотя ее уровень был сброшен из-за определенных событий, она все равно превосходит большинство монстров по силе. Он рассказывает, что сначала думал, что одной ее силы будет достаточно, чтобы заставить монстров подчиниться, но понял, что нужно подойти ближе, чтобы это сработало.
Другие девушки нервно спрашивают, что случилось с монстрами, боясь, что они могут отомстить. Харука успокаивает их, говоря, что существа, скорее всего, мирно отдыхают на своих этажах, следуя прямому приказу императора подземелья. Он объявляет, что город наконец-то в безопасности, и эта новость мгновенно поднимает всем настроение. Толпа радостно приветствует это знаменательное событие, и в городе снова воцаряется спокойствие. На следующий день Харука решает устроить выставку, чтобы показать все сокровища, которые он собрал в подземелье. По его просьбе представитель класса приходит вместе с остальными, и они поражены впечатляющей коллекцией редкого оружия и доспехов, которую Харука тщательно подготовил. Уверенно и решительно он объявляет, что все это – часть распродажи в честь Черной Пятницы. Поднимается шум, когда упоминание о распродаже вдохновляет девушек на сверхчеловеческие усилия, и они без труда оттесняют парней, чтобы первыми купить лучшие товары. К счастью, Харука, всегда думающий наперед, приберег несколько вещей на всякий случай. Проявляя свою преданность как настоящий друг, он делится этими запасами с парнями, чтобы каждый что-нибудь получил. Вскоре все погружаются в изучение нового снаряжения, и Харука чувствует удовлетворение, зная, что теперь их жизнь станет намного легче. Но в его голове все еще крутится тревожная мысль об Анжелике. Проведя столько времени в подземелье, он беспокоится, что ее социальные навыки могут быть на нуле. Харука гадает, сможет ли она адаптироваться и наладить отношения с остальными после того, как присоединилась к их повседневной жизни. После продажи редких предметов Харука выложил их на стол, и парень заработал кучу денег, широко улыбаясь от гордости. Представитель класса подошел поблагодарить его и Анжелику за их старания. Кстати, об Анжелике Харука представил ее классу, назвав надежным скелетом, известным как император подземелья. Хотя представительница класса уже знала о ней, она предположила, что Харука использовал феромонное кольцо, чтобы сблизиться с Анжеликой. Однако Харука объяснил, что он использовал свою способность подчинять, и его друг был поражен, что он смог приручить самое сильное существо в лабиринте. Представитель-куратор отвел Анжелику в сторону, чтобы расспросить ее, а Харука надеялся, что Анжелика сможет наладить отношения со всеми и начать новую жизнь. Вскоре Анжелика встретилась с одноклассницами, которые засыпали ее вопросами. Симадзаки спросила, означает ли, что Анжелика император, что она мужчина. Анжелика, как всегда, промолчала, покачала головой и подтвердила, что она девушка. В ее возрасте у нее было 17 пальцев, как и у других девочек, и это вызвало у них желание познакомиться с ней поближе. Анжелика немного нервничала, но взяла за руку представителя, чтобы понемногу рассказывать свою историю. Лидер узнал, что Анжелика была заперта в самой глубокой части лабиринта, пока Харука не спас ее. Она была на грани смерти, но ее проклятие было снято благодаря подчинению. Лидер решил, что пора тепло поприветствовать Анжелику и позаботиться о ней. Для начала они помогли ей принять ванну, хотя снять с нее тяжелую броню оказалось непросто. С помощью новой подруги броню удалось снять, и оказалось, что нога Анжелики цела, а не только кости, что удивило ее и одноклассниц. Когда всю броню сняли, удивление только усилилось. Тем временем Харука отдыхал после очередного тяжелого дня. Он был разочарован, что не смог найти кольцо с феромонами, которое искал, но он вернулся не с пустыми руками. Помимо разных сокровищ, он 6 раз повысил свой уровень, улучшил несколько навыков и обнаружил способность телепортироваться, хотя пока не мог ее использовать. Размышляя о произошедшем, Харука понял, что без Анжелики и своих одноклассников он бы не справился с толпой. Он решил стать сильнее и скоро вернется в лес. На 33-й день своей жизни он ворвался в подземелье, разыскивая лидера группы, которая еще не оправилась от вчерашних откровений. Когда с Ангелики сняли доспехи, стало ясно, что Харука все еще не знает правды, и она не знала, как ему об этом сказать. Тем временем Харука робко спросил, может ли он вернуться в лес, чтобы заняться своими делами. Она согласилась, но только если он пообещает вернуться, зная, что какое-то время не будет никаких беспорядков. Радуясь свободе, Харука заметил, что Ангелика сидит неподалеку. Он подумал, что она, наверное, уже освоилась в городе, но решил, что нехорошо оставлять ее одну, и пригласил императрицу подземелья пойти с ним. Когда Ангелика согласилась, у их лидера отвисла челюсть, и он забеспокоился, что Харука может раскрыть секрет Ангелики. Она попыталась вмешаться, но быстро отбросила свои опасения и позволила им уйти. Вернувшись в лес, Харука наслаждался свежим воздухом и тренировался в телепортации. Хотя техника ему понравилась, он не мог ее контролировать и упал со скалы, но спасся, шагнув в воздух. Ангелика, которая собирала грибы, тоже поскользнулась и почувствовала, что ее кто-то подхватил. Харука в шутку подумал, что она слишком тяжелая для скелета. Вечером, вернувшись домой, Харука принял ванну и шутливо пригласил Ангелику присоединиться к нему, но сразу же уточнил, что это была шутка. В ванной с полотенцем в руках девушка сняла доспехи, завернулась в полотенце и показала свою истинную сущность. Харука, удивленный ее появлением, на мгновение потерял самообладание. Но когда замешательство сменилось узнаванием, он понял, что это та самая девушка, которую он спас из подземелья. После ванны Харука понял, что им нужно поговорить. Но девушка была так застенчива, что ее молчание его беспокоило. Жестами она рассказала свою историю. Когда-то безжизненный дух, запертый в темнице, обрел свободу, когда его тело восстановилось благодаря серебряным доспехам.
С помощью благословенного браслета, камня некроманта и кольца удачи Анжелика обрела утраченную жизненную силу. Хернука, сам того не зная, вернул ее к жизни, и она решила остаться с ним в знак благодарности. Когда Хернука спросил, почему она не воспользовалась возможностью обрести свободу, Анжелика расплакалась, покачала головой и крепко обняла его. Хернука понял, что после стольких лет одиночества ей просто нужно было быть рядом с кем-то. Чтобы развеселить свою гостью, хозяин дома рассказывает забавную историю, пока она не засыпает. Это история о страннике, который познал одиночество мира. На следующее утро, на 43-й день, Хернука вызывает свою новую подругу на дружеский поединок, чтобы проверить навыки, которые он приобрел в подземелье, но еще не использовал. Улыбаясь, девушка соглашается, и они начинают бой. Хернука замечает, что его противница Анжелика, кажется, стала быстрее и сильнее после побега из подземелья. Он решает превзойти ее скорость с помощью своей новой способности к перемещению. Когда начинается поединок, Анжелика бросается вперед с мечом, вынуждая Хернуку использовать свои рефлексы, чтобы уклоняться от ее быстрых ударов. Несмотря на успех, он понимает, что его уровень все еще низок, а выбранные навыки далеки от идеала. Тем не менее, одинокий странник клянется стать сильнее. Он атакует своим посохом, но Анжелика блокирует удар и заканчивает бой, ударив его по голове. Хернука, не растерявшись, гордится тем, что проверил свою способность к перемещению, и обещает однажды превзойти Анжелику. Но сначала он ловит рыбу с помощью своей способности к электричеству, чтобы приготовить сытный обед. Гермика учит своего друга пользоваться ножом для разделки рыбы, и они сближаются, готовя рыбное и грибное блюдо, которое превосходит ожидания шеф-повара. После ужина Харука замечает, что Анжелика выглядит взволнованной и раскрасневшейся. Он спрашивает, что случилось, но вместо ответа она удивляет его, хватает за руку и ведет в спальню. Она просит его сесть, встает позади него и, нервничая, предлагает сделать ему массаж в благодарность за ужин. Харука соглашается, но быстро жалеет об этом, потому что она промахивается и не попадает по нужным точкам. Не желая расстраивать ее, он терпит и притворяется, что ему стало лучше. Анжелика спрашивает, как она может отблагодарить его, и Харука выводит ее на улицу. Они сидят на скамейке под звездным небом и любуются пейзажем. Чувствуя, что Анжелика отдалилась, Харука подсаживается к ней поближе, понимая, что ее жизнь, скорее всего, была полна конфликтов. Он нежно гладит ее по голове и благодарит. Но вместо того, чтобы расслабиться, Анжелика становится еще более робкой, дрожит и отворачивается. Харука касается ее плеча и успокаивает, понимая, что она изо всех сил старается приспособиться и обещает помочь ей, чем сможет. На 44-й день Харука приглашает Анжелику вернуться с ним в город на следующий день, и она соглашается. После этого они продолжают любоваться звездами. Начинает идти дождь, и они ускоряют шаг, чтобы добраться до городских стен. Когда они оказываются внутри, их друзья радостно встречают их, подшучивая над тем, что они держатся за руки. Группа весело болтает с Анжеликой, празднуя ее возвращение, пока не приходит представитель и шутливо отчитывает Харуку за то, что он провел ночь наедине с ней. Мальчики окружают Харуку, желая узнать подробности. На фоне этой веселой сцены Анжелика тихо возвращается к своим друзьям. Харука предлагает ей пообщаться с остальными, но Анжелика останавливает его, мягко прося не беспокоиться. С трудом подбирая слова, она искренне благодарит его и возвращается к друзьям. Оставшись один, Харука размышляет об уроках, которые преподнес ему этот мир. Каждый несет в себе свои тревоги, трудности и одиночество. Но на самом деле никто не одинок, поэтому Харука, известный как одинокий странник, продолжит исследовать этот мир, зная, что у него всегда будут связи с другими людьми. Это конец серии. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, а также включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Ваша поддержка помогает мне создавать качественные обзоры. Посмотрите и это видео, если еще не смотрели.